Друзья, всем здорово! Вы знаете, мне приходится зачастую по профессиональной деятельности делиться большими файлами с различными клиентами, друзьями. Я думаю, так же, как и вам. Но с некоторых пор я столкнулся с тем, что тот же Яндекс.Диск внес ограничения, когда ты без подписки не можешь делиться файлами более 1 гига по размеру. Также на Google Диск я столкнулся с тем, что там довольно низкая скорость загрузки на него. Я начал думать, есть ли какое-то решение, которое я бы мог реализовать на своем классном роутере с USB 3.0. Обратился я в одно IT-сообщество. Чем мне не нравится иногда IT-сообщество? Тем, что там очень умные люди, очень правильные, такие где-то токсичные, и они говорят: да нахера, какой роутер, ты чё? Ну покупай, ставь машину, эту коробку большую, сервер. Вот на нем разворачивай там, делай там супербезопасность и делись. Какой роутер? Я говорю... А с другой стороны, а если у вас небольшая площадь, если у вас нет лишних 50 тысяч на сервер, но у вас есть роутер с USB 3, компактное, тихое устройство, которое и так работает по умолчанию, имеет порт 3.0, вы можете подключить к нему внешний жесткий диск для вашего внутреннего архива и сделать его же на внешку, то почему нет? Это же обалденное, компактное, эргономичное, тихое, дешевое решение. Я задался вопросом, раз в IT-сообществе мне не помогли, с катертью дорожка, я обратился к своей любимой Gemini. И она мне дала просто ультимативное решение, как можно это реализовать не стандартным пакетом на OpenWrt, а пакетом для Linux. Разработка называется File Browser. Вы видите сейчас на экране, это мой основной роутер, это интерфейс этого файл-браузера. Чем вам не напоминает Google или Яндекс.Диск? Вот, пожалуйста, файл, можем нажать «Поделиться», можем скопировать ссылку, мы можем задать время хранения этой ссылки, отправить эту ссылку человеку, и он из любой точки мира скачает. Я вообще привязал это даже к домену. И в этом видео я покажу вам, как установить это облако на ваш роутер, покажу веб-интерфейс, настройки и дам инструкцию, как сделать его во внешний интернет, привязать к домену, чтобы все ваши знакомые, друзья просто обалдели от того, что ваши ссылки выглядят точно в таком же стиле, как и Яндекс, Google Диск. Так что погнали! В первую очередь посещаем такую страницу на GitHub, файл-браузер, ссылка будет в описании. Мы видим, что здесь есть пакеты для Linux, но мы знаем, что OpenWrt это по сути урезанный Linux. Допустим, если у вас роутер на Filogic 820-830, вам прекрасно подойдет Linux ARM64. Вот этот образ. Если же у вас более старый роутер, допустим, в сегодняшнем видео я буду его делать на Asus AC58U, у него архитектура ARM V7, то, соответственно, я беру этот образ. Это первый шаг, определиться вообще с наличием образа. Далее нам необходимо установить базовую поддержку USB, поддержку внешних дисков и файловых систем. Для этого мы заходим в PuTTY или другой SSH клиент, который вам нравится. Заходим на ваш роутер по IP-адресу и вводим вот эти команды. Они также будут в приложенной инструкции, так что не переживайте. Эти пакеты нам необходимы для полной поддержки внешних жестких дисков и двух файловых систем NTFS и X4. Я рекомендую, как я говорил вам в видео про Samba, использовать X4, потому что она наиболее стабильна, имеет хорошую скорость, при отключении электричества у вас не будет никаких сбоев. Мы установили здесь, соответственно, поддержку USB 3, USB Storage, X4, NTFS и пакет Block Mount, который нам позволяет из Lucee, из графического интерфейса, руководить разделами. Теперь залетаем после перезагрузки в Mount Points. У вас тут появится такая опция. Что мы видим? Видим некие системные разделы, нажимаем просто Add. Здесь я рекомендую по UID найти ваш диск. Вот у меня он 119 гигабайт. И точка монтирования. Ну, банально, MNT-SDA1. В этом разделе, по сути, ничего делать не нужно. Файловую систему он у вас и так определит, просто Save. И далее Save and Apply. Чем прекрасен X4, что он монтируется сразу. Мы видим, что у нас появился данный раздел. Все, он примонтирован. Теперь двигаемся дальше по пакетам. Устанавливаем пакеты Kbundle и архиватор tar. Полетели.
Теперь давайте создадим папку для файл-браузера. Создаем здесь две папки. Одна у нас будет для файл-браузера, вторая временная папка для инсталляции. Можно загнать сразу три команды. И вот мы зашли в эту папку. Теперь мы через средство wget скачиваем этот образ из репозитория. Второй командой мы распаковываем его в папку. А теперь переносим этот распакованный бинарный файл в постоянное место хранения и даем права. Давайте сделаем это отдельными командами, чтобы у нас там ничего не наложилось друг на друга. Копируем. Он занимает порядка 20 с лишним мегабайт. Так что ждем. Скорости на роутерах зачастую не быстрые по файловой системе. Отлично, теперь даем права на исполнение командой chmod. И далее удаляем временные файлы. Теперь займемся папкой на вашем USB. В точке монтирования мы создаем отдельную подпапку файл-браузер. Если у нас точка монтирования mntsd1, как в моем случае, то создаем просто папку в ней файл-браузер. Отлично, папка у нас создана, теперь инициализируем базу во внутренней памяти. Настраиваем, что база внутри роутера, файлы будут на внешнем диске. И создаем пользователя админ с паролем от 12 символов. Как вы помните, у нас бинарный файл, который сам по себе службу не имеет, поэтому мы ее создаем. Для этого через редактор Nano вставляем этот конфиг. Все прокомментировано, можете потом изучить. То есть, по сути, эта служба ссылается на директорию, где у нас находится база, запускает ее соответствующими параметрами. Вставляем сюда, нажимаем Ctrl-O, нажимаем Enter и Ctrl-X. Теперь нам остается просто активировать эту службу. Сначала даем права на исполнение. И сразу две команды включить и запустить. И, собственно, теперь можем зайти на наш файл-браузер по IP-роутеру и порту 8080 и посмотреть, что у нас видно в интерфейсе. Как мы помним, у нас адрес 192.168.2.1, ну, в вашем случае, скорее всего, 1.1, и указываем 8080. И попадаем в прекрасное окно файл-браузер, нажимаем, вводим админ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вход. Вот, пожалуйста, вам симпатичный интерфейс, чувствуется себя одиноко, да, что нет файлов. Итак, есть настройки. Мы видим минимальная длина пароля 12 символов, можно уменьшить. Есть настройки брендинга. Смотрите, вы можете даже сделать собственный HTML-шаблон. Я приложу ссылку на сайт разработчиков файл-браузер, там подробный синтаксис. Вы с помощью нейронки или сами, если обладаете знаниями CSS, можете сделать новый стиль. Но также можно базу выбрать Light или Dark. Можно выбрать язык русский. Есть, смотрите, пользователи. То есть вы, допустим, можете дать себе полные права администратора. А, например, своим друзьям вы можете сделать нового пользователя и дать ему ограниченные права. И он также будет заходить по этой ссылке, но, соответственно, иметь меньше прав. Вот, в общем, круто. Давайте попробуем что-нибудь загрузить. Вот, допустим, базу, вот этот файл, там некая съемка с дроном. Кидаем. Ну вот мы видим, что скорость у нас 30 мегабайт в секунду, но вы учтите, что это роутер. У него всего лишь 700 мегагерц процессор, соответственно 128 оперативки. Если у вас будет какой-нибудь Filogic, у вас тут будет скорость под 100 мегабайт в секунду, то есть гигабит. То есть, ну даже так вы загружаете моментально. Это все находится у вас дома со скоростью локалки. Потом мы берем, кликаем, нажимаем вот эту прекрасную кнопку. На сколько часов вы хотите дать ссылку? Прикиньте, какой кастом. Вы, допустим, знаете, что вам эту ссылку вы хотите на 3 дня, а чтобы больше с нее не качали, выбрали, нажали копировать, все. Человек пошел, перешел по ней и вот видит в таком классном виде. То есть он может скачать ее по QR-коду, может просто нажать download, может даже открыть и посмотреть. Тут даже есть мультимедийный плеер.
Теперь, друзья, давайте самым простым и не очень безопасным способом сделаем доступ для ваших друзей, клиентов к вашему файл-браузеру извне, чтобы вы могли скидывать им прямые ссылки на ваши файлы, они могли качать. Нам нужно пробросить порт 8080 наружу. Для этого пишем тут файл bro. Здесь, пусть будет IPv4, пусть TCP, UDP, WAN, внешний порт. Давайте сделаем что-то нестандартное, хотя бы такой порт, да? Внутренний IP-адрес. Указываем IP-шник вашего роутера, то есть 2.1. И внутренний порт, соответственно, 8080. Вот таким простым способом и не очень безопасным, я бы сказал, мы делаем доступ из внешки. Смотрите, чтобы попадали вы сами, тут необходимо, чтобы была функция NAT loopback. Она у нас по умолчанию включена, то есть это позволит вам заходить по внешнему IP. Теперь для особо продвинутых, кто хочет настоящего глобала и безопасности, при этом удобства, я покажу, как привязать ваш локальный файл-браузер, который развернут на вашем роутере, к домену, чтобы ваши друзья, клиенты могли попадать на ваше облако, то есть получать ссылку к конкретному файлу. Мы сейчас не говорим о том, что они будут заходить к вам в панель, хотя это тоже можно сделать, как вы знаете выше, создать пользователя. Но базово, то есть вы даете им ссылку на конкретный файл. Соответственно, лучше использовать Nginx через реверс прокси и Acme для автоматического выпуска сертификата Let's Encrypt, чтобы браузеры тоже не ругались, да? Делайте домен. Допустим, у вас есть уже какой-то домен, чтобы не тратить бабки на новый, вы просто создаете домен 3-го уровня и записью в панели регистратора направляете его на ваш роутер, то есть нужен белый IP роутера. Далее устанавливаем такими командами пакеты. Затем можно через веб-интерфейс Lucy Acme создать новый сертификат для вашего домена. Также вы можете спросить у Gemini, есть вариант создать это из консоли SSH. Далее настраиваем Nginx, создаем файл конфига. Дальше вставляем такой конфиг. Здесь учитывайте, имя вашего домена. Сертификат, соответственно, путь к сертификату тоже поправить с учетом названия вашего домена. Здесь защита от сканеров и ботов. И открываем порт 443 в Firewall командами в SSH. И есть некая рекомендация, как сделать еще более крутую защиту. Я скажу вам, что у меня она тоже реализована. У меня привязана к домену на моем основном роутере. Здесь, соответственно, не больше 10 заходов. В противном случае у нас IP-шник отрезается. То есть это тоже настроено как правило фаервола. Поэтому всем счастливо. Кто захочет реализовать, что-то не получается, пишите в комментариях, обязательно разберемся. Ответом напишу помощь.